Приветствую, друзья! В этом видео я покажу, как собирал свои игровые контроллеры для метростроя. Будет интересно, погнали! Итак, для начала немного введений. Метрострой — это дополнение для игры Garry's Mod, в котором вы можете попробовать себя в кабине машиниста настоящего состава метро. Мод сделан прям очень добротно. Тут идет симуляция всех основных электрических, пневматических и физических систем метропоездов. А поскольку все это базируется на физическом движке, то поезда во время движения мотают из стороны в сторону, добавляя ощущение, что ты управляешь действительно тяжелой махиной. Разве что не хватает какого-нибудь контроллера, поскольку нажимать на кнопки вместо управления рычагом немного не то. В интернете можно найти целую кучу различных контроллеров и джойстиков для управления самолетом или машиной, чего не сказать про контроллеры для поезда. Для чего это? По этой причине придется разработать что-нибудь свое. Очень вдохновляет количество решений других энтузиастов, которые также столкнулись с этой проблемой. Контроллер водителя или контроллер машиниста – это многопозиционный коммутационный аппарат, с помощью которого водитель управляет режимом работы двигателей. Короче говоря, с его помощью мы управляем ускорением или торможением поезда. Перед разработкой нужно определить критерии, которым должен соответствовать наш контроллер. Компактный, небольшой, с простой конструкцией. Универсальный. Работа как со схемами T3 ход 3, так и со схемами T3 ход 4. Третье – это отсутствие необходимости в драйверах и программах-посредниках. Все должно работать из коробки. Контроллер у нас по сути позиционный переключатель. Крепиться к столу у нас будет с помощью струбцины от настольной лампы. Корпус и детали я напечатал из прочного PETG пластика. Ручка собрана из стального профиля с деревянной рукояткой из Строймага. Высоту рукоятки можно регулировать, ослабив винты. Контроллер получился очень компактным. Он легко устанавливается, а когда не нужен, можно снять и отложить на полочку. Хотел сделать контроллер универсальным. Дело в том, что в составах до номерного включителя используется схема управления из 7 положений. 3 на тормоз, 3 на ход и нейтральное. В составах после номерного уже добавляется 8 положение, ход 4. Причем также меняются биндинги клавиш в самой игре. Чтобы не менять биндинги на контроллере, сбоку я сделал такой переключатель, который позволяет выбрать нужную схему управления. А для ручки сделал вот такой ограничитель, чтобы случайно не переключиться в положение ход 4, если мы играем со схемой из 7 положений. Таким образом, никакие клавиши переназначать не требуется. Также у ручки нужен был стоять блокиратор. Блокиратор нужен, чтобы из положения T1 в нулевое можно было вывести только при удержании рычага блокиратора. Это предотвращает случайный разбор тормозной схемы в ответственный момент. Но так как к тому времени, как я его добавил, детали уже печатались. Уже не хотелось все останавливать и перепечатывать детали, в данной версии блокиратор отсутствует. Но я обязательно его добавлю, если будет интерес. Для контроллера не нужны дополнительные программы или драйверы. При подключении он отображается как стандартная USB клавиатура и все работает из коробки. Тайминги при переключении я подобрал таким образом, чтобы даже при лагающей игре все переключения отрабатывали. Критерии для пульта машиниста у нас будут в общем такие же, как и у контроллера. Чтобы пульт не занимал много места, расположение кнопок и переключателей я сделал такими же, как на пульте вагона 81703. Это пульт от вагона типа E. Лампы на оригинальном пульте мне захотелось заменить на свой вариант панели номерного с индикаторами скорости, состояния дверей и сбора схемы. Кнопки мне удалось найти идентичные по габаритам. Это кнопки для станков. Они есть в 3 цветах: черные, зеленые и красные. Корпус сначала я хотел напечатать, однако потом я нашел идеально подходящий по размерам готовый литой корпус. Вот такой вот ящик. Переключатели найти, к сожалению, мне не удалось. Даже похожие. Я вытащил модели переключателей из файлов игры и напечатал их на 3D принтере. Затем встроил обычный тумблер. Так получились очень приятные на ощупь переключатели, которые хочется постоянно щелкать. С управлением тут все гораздо проще, поскольку бинды у разных составов в принципе одинаковые и мало отличаются.
В любом случае есть возможность переназначать кнопки в пульте на любые другие. То есть перенастраивать бинды в самой игре также не требуется. Достаточно командой задать нужные в самом пульте. Для пульта также не нужны дополнительные программы или драйверы. При подключении пульт отображается как USB клавиатура. Кроме возможностей клавиатуры, пульт также имеет виртуальный последовательный COM-интерфейс для конфигурации пульта и управления индикаторами через AT-команды. Вот так, например, командой hex можно выводить символы на 7-сегмент индикаторы, командой LED можно включать и выключать индикаторы. Командой bind можно присваивать свои коды клавиш к кнопкам и переключателям. Чтобы состояние индикаторов дублировалось на пульт, нужно было написать отдельный аддон. В общем, основная задача – получать состояние поезда, такие как скорость и активные индикаторы, а затем передавать их на пульт через последовательный порт. Вкратце алгоритм следующий. Ждем, когда игрок сядет в поезд, после чего по состоянию поезда формируем AT-команды и отправляем на указанный COM-порт. В случае, если игрок больше не управляет поездом, переходим в режим ожидания. Аддон не использует сервер и работает строго локально на стороне игрока. Итак, посмотрим, как все это дело работает вместе. Подключаем COM-порт пульта в вкладке «Настройка аддона», указываем порт и нажимаем Connect. Затем садимся в кабину, аддон обнаружит начало управления поездом и начнет дублировать состояние на пульте. В нашем чате появится сообщение о запуске передачи. Нажимаем кнопки на пульте, Garry's Mod получает событие и игра мгновенно реагирует. Открываем, закрываем двери, индикаторы и звуки синхронизируются между игрой и физическим пультом. Переключаем контроллер и управляем скоростью. Меняем скорость и наблюдаем за обновлением показаний на пульте. Физическое управление и аппаратная индикация дают совсем другой экспириенс и атмосферу. Это уже не просто игра, а почти настоящая кабина. Считаю, что получилось вполне достойно. Please stand clear of the closing doors. The next station is Appleblade. Очень рад, что вы досмотрели до этого момента. Если проект понравился, пишите свои мысли и предложения в комментарии, я с радостью все почитаю. А если будет интерес, обязательно выложу продолжение. Ну а на этом у меня все. Всем до встречи!